Ребята, девчонки, всем большой привет! У нас начало октября, это значит, что наступает время, когда нужно сделать очень важную штуку, реально необходимую для всех ваших растений, а особенно для туй, можжевельников, елочек и плодово-ягодных культур. Это влагозарядный полив. Он просто необходим хвойным, чтобы хорошо перезимовать, чтобы хвоя не сгорела весной, не высохла. Он нужен также и плодовым деревьям, яблоням, сливам, грушам и так далее, и ягодным кустарникам, ежевике, смородине, крыжовнику, особенно малине, винограду и другим, чтобы заложились цветочные почки, чтобы зимой они не вымерзли, а значит в следующем году дали бы прекрасный урожай. Ну и также всем молоденьким растениям, без исключения, которые вы посадили в течение этого года, в прошлом году, это также просто жизненно необходимо. Благодаря осеннему влагозарядному поливу они перенесут зиму гораздо проще. Влагозарядный полив – это то, что я делаю каждую осень из года в год. Это самое важное и необходимое осеннее мероприятие по уходу за растениями, которые я вам очень советую провести, особенно если у вас на участке растут хвойные. Дальше в видео я все очень подробно расскажу, что это такое влагозарядный полив, зачем он нужен, как и когда его делать, как рассчитать, сколько воды нужно растению, нужен ли он, если и так идут дожди. В описании под видео будут тайм-коды, так что вы сможете быстренько прыгнуть именно в ту часть видео, в тот вопрос, который вас больше всего интересует в данной теме. Давайте разберемся, что это такое влагозарядный полив. Влагозарядный – это очень обильный полив, когда вода проникает полностью в корнеобитаемый слой почвы. То есть мы его проводим для того, чтобы глубоко пропитать землю и напитать растения влагой по максимуму. Обычных дождей, которые случаются эпизодически, которые длятся не так долго, их недостаточно, чтобы настолько глубоко пропитать почву. Разве что только непрекращающиеся ливни с августа и до заморозков могут так напитать землю, но обычно осенью идут нудные моросящие дожди, и то периодически, и их точно недостаточно. Почему этот влагозарядный полив так нужен? Почему так важно сильно пропитать водой землю? И почему такой полив очень хорошо сказывается на растениях? Что он дает? Как он помогает им? Если почва насыщена влагой, то глубина промерзания будет меньше, да и влажная почва промерзает медленнее. Так что с помощью влагозарядного полива мы защищаем корневую систему. Для хвойных осенний влагозарядный полив – это самый главный пункт ухода, я бы сказала. Для них самое неприятное время – это февраль-март, когда солнышко начинает припекать, хвоя активно испаряет запасы влаги, а корни в это время не работают, они заморожены и не могут снабжать крону влагой. Поэтому в это время тратятся накопленные запасы влаги, и они ограничены. И если влаги внутри ткани дерева не хватает, если осенью, пока корешки еще работали, растение не запаслось достаточным ее количеством, то хвоя начинает подсыхать. Влагу-то неоткуда брать, запасы закончились. Поэтому хвоя сохнет, желтеет и отмирает. В итоге весной мы видим желтую, высохшую тулу или можжевельник, либо частично, либо целиком. Это часто приводит к гибели дерева. Особенно этому подвержены молодые хвойные, которые еще недостаточно окрепли и укоренились. Им осенний влагозарядный полив просто жизненно необходим. И вот насколько успешно ваше дерево запаслось влагой осенью, настолько успешно оно перезимует и весной будет без ожогов. К тому же, если хорошенько пролить растения перед наступлением морозов, то эта влага никуда не уходит, она остается в корнях и замерзает. А весной вместе с корневой системой дерева оттаивает и снова превращается в воду, которую корешки тут же всасывают. В таком случае дерево уже не зависит от погодных условий, ему не обязательны дожди в первое время, нам не нужно беспокоиться о ранних поливах, потому что дефицита воды у растения нет. Оно спокойно восполняет зимние потери влаги и чувствует себя прекрасно. А вот если у хвойного дефицит влаги, то отсюда солнечные ожоги, падает иммунитет, дерево ослабевает, начинает цеплять грибковые заболевания. К тому же общий вид дерева теряется, становится менее декоративным. В общем, ничего хорошего. Так что, как вы видите, польза от влагозарядного полива просто огромная.
И многие пренебрегают этим, но очень зря. Особенно с хвойными. Туи, ели, можжевельники. Все это требует осеннего влагозарядного полива. Вы увидите разницу в их состоянии, если вы начнете это делать. Причем, если вы не прольете яблоню, то просто урожай будет небольшим или, может, вообще его не будет, но это не так страшно, потому что сама яблоня останется жива. А хвойное дерево может вообще погибнуть, просто высохнуть из-за недостатка влаги в его тканях. Многие садоводы свои туи, можжевельники обматывают тканью, сооружают защитные экраны, чтобы уберечь от ожогов, много чего делают, все, кроме влагозарядного полива. Но западным туям, обыкновенным елям все это не нужно. Им только нужен хороший полив осенью, и все с ними будет прекрасно. Я не говорю о восточных туях, о канадских елях, которые даже с влагозарядным поливом и другими мероприятиями в нашей 4-й зоне зимуют очень проблемно, обгорают несмотря ни на что, но просто они не для нашего климата. Если у вас молодые посадки, любой саженец, который вы посадили в этом году или в прошлом, обязательно хорошенько пролейте его перед наступлением морозов. Это очень поможет ему успешно перезимовать. Вообще, я очень вам советую делать влагозарядный полив трижды. Это осенью, весной и летом. Раз в сезон особенно хорошо проливать деревья, это очень им поможет. Но осенний влагозарядный полив – это обязательная программа. Для плодовых деревьев, для ягодных кустарников осенний влагозарядный полив тоже необходим и очень-очень важен. Если осенью растение хорошо напиталось влагой, то оно закладывает хорошее количество цветочных почек. И зимой, благодаря осеннему влагозарядному поливу, веточки дерева не подмерзают. А это значит, что и цветочные почки сохраняются. А значит, в следующем году вас будет ждать отличный урожай. К тому же все мы знаем, как важно для растения сформировать хорошую, мощную, крепкую корневую систему, потому что именно корни поставляют питательные вещества, влагу к надземной части растения, к кроне. Так вот, чем еще так хорош осенний влагозарядный полив, так это тем, что он способствует разрастанию корней. Корешки особо активно нарастают весной и осенью, то есть в то время, когда достаточно прохладно и влажно. Они разрастаются гораздо веселее, когда соблюдаются два этих условия. Так что влагозарядный полив осенью способствует и этому, что опять-таки хорошо сказывается на зимовке, на общем здоровье и иммунитете наших с вами растюшек. Как определить, нужен ли осенний влагозарядный полив? Если вы все равно сомневаетесь, считаете, что земля влажная или было очень много дождей, то вы можете проверить состояние почвы. Можно выкопать яму на 3 штыка лопаты и посмотреть, насколько там увлажнена земля. Если она сухая, рассыпчатая, то влагозарядный полив нужно сделать обязательно. Если сожмете землю в кулаке и этот комочек не станет рассыпаться, значит земля довольно-таки увлажнена. Но я так не проверяю, не копаю ямки, я просто каждый год делаю влагозарядный полив и спокойно за растения. Я думаю, что полив можно пропустить только в том случае, если с середины лета и осенью просто заливает дождями. Либо у вас есть автоматический капельный полив, и он очень разумно настроен. В других случаях осенний влагозарядный полив нужен. Теперь сроки осеннего влагозарядного полива. Проливать растения нужно как можно позже осенью, но до того момента, когда земля замерзнет, потому что если земля схватится, то вода просто не сможет впитаться. Почему нужно поливать как можно позже? Потому что если вскоре земля начнет промерзать, то влага не успеет куда-то деться, она запечатается в почве. А нам это и нужно. Какой-то конкретный срок, дату сказать сложно, потому что климат разный в разных регионах, да даже сам микроклимат на участке влияет на это. Для средней полосы России, для 4-й зоны, это приблизительно середина октября. Я живу в Подмосковье и обычно делаю влагозарядный полив в это время, плюс-минус. Если у вас много посадок, деревья крупные, то можете начать пораньше, где-то в конце сентября, начале октября, потому что если деревья крупные, то и корневая у них большая, воды потребуется больше, и если земля плохо впитывает воду, то может получиться так, что их придется проливать в 2-3, а то и в 4 этапа. То есть весь этот процесс может растянуться до 2-3 недель.
Еще подсказка, сигнал для вас, когда наступило время начать влагозарядный полив, это когда приходят ночные заморозки и когда с деревьев облетает листва. Я сейчас почувствовала себя гадалкой с ТВ-3. Это что-то вроде: когда наступит третий день полнолуния, из дерева опадет последний желтый листок, возьми мою заговоренную воду и выли ее под корень самого старого дерева под твоим окном, и тогда удача вернется к тебе. Нет, ну тут на самом деле нет четких сроков, все зависит от погоды. Примерные ориентиры я вам дала. Расскажите в комментариях, делаете ли вы осенний влагозарядный полив, сколько времени у вас он отнимает, сложно ли для вас это, видите ли вы эффект, мне будет очень-очень интересно. Ну а вы наверняка спросите, как рассчитать, сколько нужно воды. Расчет такой: 40-100 литров на квадратный метр приствольного круга, место под кроной. Вы как бы обрисовываете крону на земле, то есть какой ширины крона, такой и участок земли под ней. Вы прикидываете, сколько в нем квадратных метров и умножаете на нужное количество литров. Таким образом, вы получаете общий объем воды, который нужно пролить под данное дерево. Почему такой разброс от 40 до 100 литров? Потому что это зависит от возраста растения, от того, какая почва у вас на участке. Из песка вода уходит быстрее, значит, воды пролить нужно больше. Если у вас глина, то вода уходит медленно, значит, воды пролить надо меньше. Для молодых саженцев, 2-3-летних, приблизительно это 50 литров на метр. Если крыжовник, малина, ежевика, какой-то ягодный кустарник, то также 50 литров на квадратный метр. Если деревья 2-3 метра высотой, но опять-таки все очень усредненно, то 60-70 литров на метр квадратный. Если деревья крупные, взрослые, метров 6 высотой, это около 100 литров и может быть больше, если при этом песчаная почва, либо дерево растет на склоне и, соответственно, вода там не задерживается, она стекает и мало что доходит до корней. Если деревья крупные и, соответственно, требуют очень большого объема воды, то лучше разделить полив на 2, 3, 4 части. Допустим, у вас большая туя, и вам нужно вылить под нее 160 литров воды. Сразу за один раз такое количество воды может не впитаться. Это все будет разливаться в сторону, и корни не получат всего этого объема. Поэтому лучше разделить эти 160 литров на 4 раза. В первый день вы проливаете 40 литров, вода впитывается. На следующий день или через день опять 40 литров, вода впиталась, опять 40 литров и так далее. Только каждый последующий раз проливайте, когда предыдущая порция уже впиталась. Если вода стоит, то подождите, пока она не впитается, и тогда продолжите. Конечно же, для влагозарядного полива лучше подойдет шланг, потому что столько ведер или леек воды наносить просто нереально. Это только угробить свое здоровье. Если у вас молоденькие растения, то это еще как-то возможно, но если крупные или растений очень много, то нужен шланг, это точно. Как рассчитать объем воды, если поливаете из шланга? Тут все просто. Берете ведро или лейку объемом 10 литров, включаете воду в шланге и начинаете набирать ведро. Одновременно с этим включаете таймер на телефоне или можно смотреть по секундной стрелке на часах. Когда ведро наполнилось, таймер останавливаете и смотрите, сколько времени потребовалось, чтобы заполнить ведро целиком. Единственное, лучше не включать воду на полный напор, иначе она может не успевать впитываться и будет растекаться куда не надо. На насадках на шланг обычно есть регулятор напора воды, ну или вентиль на самом кране, куда подключен шланг у вас. Его можно открыть частично, не на полную мощь, если напор воды у вас очень сильный. Теперь умножайте количество литров на время. Допустим, по вашим расчетам вам нужно вылить под дерево 160 литров воды. Это 16 10-литровых ведер воды. Допустим, ведро заполнялось 40 секунд. Значит, умножаем 40 секунд на 16 ведер, получается 640 секунд, а это приблизительно 10-11 минут. То есть вы кладете шланг под это дерево на 11 минут и уже точно знаете, что за это время оно получит эти заветные 160 литров воды. Я делаю именно так, и такой расчет потребуется сделать один раз. Потом вы уже запомните все эти цифры, и вам станет проще.
Я уже знаю свои нормы, просто кладу под дерево шланг с не супер мощным напором, чтобы там не смыло все. Если дерево большое, то минут на 40 и иду заниматься другими делами. Потом перекладываю шланг под следующее дерево и опять ухожу. Я не ставлю таймер каждый раз, прольется больше, ничего страшного, так будет даже еще лучше. Это с отдельно растущими туями. С живой изгородью из туй другая история. Тут я как раз включаю полный напор воды, потому что в приствольной зоне есть бортики. Они не дают этой воде растекаться куда не нужно. У нас участок под небольшим уклоном, поэтому я кладу шланг в самой высокой точке, вот здесь, и водичка так или иначе течет, стекает вниз, тем самым пропитывается земля вдоль всего ряда, а это около 25 метров. Я даже не переставляю шланг. Как я рассчитываю время полива живой изгороди? Все точно так же. Только норму полива я увеличиваю, потому что именно в этой части участка у нас песок, супесь. Вот здесь уходит довольно быстро вода. Поэтому норму я увеличиваю в 2 раза. Тем более, что туи здесь растут в 2 ряда. В первом ряду это уже крупные деревья, около 6 метров. Они требуют много влаги. Поэтому я определила норму в 150 литров на погонный метр живой изгороди. Но это по большей части из-за того, что здесь песок. Вода на самом деле задерживается плохо. С максимальным напором воды 10-литровое ведро у меня наполняется за 30 секунд. Чтобы вылить мою норму в 150 литров на метр живой изгороди, мне потребуется 450 секунд. Это 7,5 минут на 1 метр. А у меня 25 метров. Значит, 7,5 умножаем на 25, и это у нас 187 минут или 3 часа 10 минут, если округлить. Вот я сейчас положу шланг приблизительно на 3 часа и пойду заниматься своими делами. Живая изгородь у меня продолжается дальше, но я ее делю на 2 части, потому что там туи моложе, растут они в 1 ряд, а не в 2, как здесь. Соответственно, им нужно меньше воды. И земля там уже с углинок, она все-таки дольше держит влагу, поэтому для той части изгороди мои нормы это 60 литров на 1 метр живой изгороди. Протяженность той части стены 20 метров. Там также есть уклон, так что я кладу шланг в самой верхней части, вон там, возле забора. По времени у меня получается 3 минуты, чтобы пролить 1 метр. А чтобы пролить 20 метров, потребуется 1 час времени. Но я обычно не очень слежу, могу оставить и подольше, от этого только лучше. Главное, чтобы было не меньше 1 часа. Так что сам процесс не сложен, он не напрягает, просто кладешь шланг и занимаешься другими делами. Только периодически переставляешь все это дело, и на этом все. Но зато как здорово помогаешь растениям. Я надеюсь, информация вам была полезна, пригодится. От всей души советую вам сделать осенний влагозарядный полив, обеспечить своим растениям более комфортную жизнь и помочь им пережить зиму без потерь. Я, как обычно, жду ваших комментариев, задавайте вопросы, я обязательно отвечу. До встречи в следующих видео. Я вас целую, обнимаю. Пусть ваша жизнь будет наполнена только позитивом. Всегда думайте только о хорошем, абстрагируйтесь от таких людей, которые портят вам настроение. И будьте ближе к тем, с кем вам хорошо. Я вас целую. Пока-пока.